Мир вам, милость Всевышнего, друзья! Давайте сегодня приготовим очередные кутабы, но с другой начинкой. Начинка это осенняя, зимняя, очень вкусная и полезная. Кутабы с тыквой. Посмотрите, какие они аппетитные. Время приготовления занимают немного, но зато какой будет у вас результат потрясающий. В нашей семье очень любят это блюдо. И вообще кутабы с разнообразной начинкой занимают почетное место на нашем столе. Все рецепты есть у меня на странице. Обязательно посмотрите и готовьте с удовольствием. В первую очередь приготовим продукты. Это лук и тыква. Можно ее начистить и отставить. И займемся сначала тестом. Замешиваем пресное тесто на воде. К муке добавляем соль, наливаем холодную воду и замешиваем тугое, но эластичное тесто. Смотрите, точные пропорции теста я вам, конечно, дам, но может остаться кусочек теста у вас, потому что кто-то больше начинки положит чуть, кто-то меньше. С пресного теста обязательно приготовьте слоеный хлеб. У меня тоже есть он на странице. Очень вкусно получается. Итак, замешиваем тесто. В конце добавляем чуть-чуть подсолнечного масла, для того, чтобы оно было более эластичное. Собираем его в комочек, накрываем пленкой и откладываем. Оно настоится, и пока займемся нашей начинкой. Мелко-мелко нарезаем лук. В это время уже разогреваем сковородку, чтобы его обжарить. Лука можно не жалеть, потому что он добавляет очень такой пикантный вкус к тыкве. Я беру пропорции 1 к 2. Начинка главная это у нас, конечно, тыква. 1 килограмм, например, и полкилограмма берем лука. Итак, лук у нас обжаривается. За это время мы натираем тыкву на терке. Аккуратно, не порежьте свои пальчики. Кстати, в начинку можно добавлять обжаренные мелко нарубленные орехи, но это уже по желанию. В моей семье не очень любят с орехами, поэтому я делаю традиционную начинку лук и тыква. Итак, лук обжарился, насыпаем тыкву, солим, перчим и через пару минут можно выключать. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушится буквально пару минут, потому что тыква она нежная, она приготовится у нас до конца, когда мы будем обжаривать кутабы. Итак, тесто разделяем на маленькие кружочки. У меня примерно это 80-90 грамм. Но у меня большая сковородка 36 сантиметров диаметром. Вы можете сделать поменьше. Сформируйте такие маленькие шарики. Мне удобно это делать на весу. Смотрите, кому как удобно, тот так и делает. Откладываем все. Теперь у нас осталось самое главное. Начинаем процесс приготовления. Вот такая начинка у нас получилась. Берем каждый шарик теперь и тонко-тонко раскатываем. Потому что чем тоньше тесто, тем нежнее будут кутабы. Раскатываем таким овалом, можно сказать, тесто. И на половинку укладываем нашу начинку. Закрываем, прищипываем. Можно и так уже отложить, но для красоты можно обрезать, чтобы были ровные края. Первый я откладываю, потому что у меня на сковородку помещается 2 штучки, поэтому жду как раз пока разогреется сковородка и делаю уже дальше второй. Также раскатываем, начиняем, укладываем начинку и закрываем. Теперь нам осталось на сухую сковородку положить наши кутабы. Ничего страшного, если один будет меньше другого на чуть-чуть. Все они прожарятся. Просто
Так иногда бывает. Чуть-чуть больше обрежешь тесто, и так получается. Обжариваются они на среднем огне довольно быстро, минуты 2-3, до вот такого золотистого цвета. И поливается или мажется сливочным маслом с двух сторон. Не жалейте сливочное масло, потому что с ним очень вкусно. Вот мы и приготовили. Смотрите, какая стопка у меня получилась. Обязательно попробуйте приготовить. Разлетятся они у вас на ура и будут одним из любимых блюд. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайк, распространяйте. Буду вам очень за это благодарна. Спасибо, всего хорошего, мира вам!